Пройдя этот тест из 10 вопросов, вы сможете определить, будет ли у вас онкология, и узнаете много важной и полезной информации. Итак, без лишних слов, начнем тест. Вопрос номер 1. Как часто вы курите? Варианты ответов. 10 баллов – не курю. 20 баллов – иногда курю. 30 баллов – регулярно курю или курил в течение длительного времени. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 2. Как часто вы употребляете алкоголь? Варианты ответов. 10 баллов – не употребляю. 20 баллов – употребляю редко. 30 баллов – регулярное или чрезмерное потребление алкоголя. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 3. Как часто вы оказываетесь в местах с высоким уровнем загрязнения, например, промышленные районы, транспортные узлы, техногенные объекты, зоны с интенсивным использованием пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве? Варианты ответов. 10 баллов – минимум контакта с загрязненными местами. 20 баллов – иногда нахожусь в местах с загрязнением. 30 баллов – ежедневный контакт с высоким уровнем загрязнения. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 4. Как часто вы употребляете такие продукты, как консервированные овощи и фрукты, замороженные продукты, полуфабрикаты, упакованные супы, колбасные изделия, булочки, завтраки из коробки, закуски в упаковке и готовые блюда, а также сталкиваетесь с проблемами веса? Варианты ответов. 10 баллов – здоровое питание и нормальный вес. 20 баллов – иногда употребляю неправильную пищу и имею проблемы с весом. 30 баллов – часто употребляю вредные продукты и сталкиваюсь с ожирением. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 5. Как часто вы подвергаетесь ионизирующему излучению? Варианты ответов. 10 баллов – редко подвергаюсь ионизирующему излучению. 20 баллов – иногда подвергаюсь излучению, например, рентген. 30 баллов – регулярно подвергаюсь ионизирующему излучению на работе или в хобби. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 6. Есть ли в вашей семье случаи рака? Варианты ответов. 10 баллов – нет семейной истории рака. 20 баллов – есть небольшая семейная история рака. 30 баллов – есть члены семьи с диагнозом рака. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 7. Вы привиты от вирусов, например, HPV, гепатит B и C? Пояснение. Вирус папилломы человека, HPV, это группа вирусов, которые воздействуют на кожу и слизистые оболочки человека. HPV обычно передается через контакт с кожей или слизистыми оболочками инфицированного человека. Он может передаваться половым путем, а также контактом с кожей в других областях тела. Инфекция HPV может проходить бессимптомно или проявляться в виде бородавок и бельм. Некоторые высокорисковые типы HPV могут привести к развитию рака. Особенно важно отметить, что HPV связан с развитием рака шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, горла и органов ротовой полости. Существует вакцинация против некоторых высокорисковых типов HPV, что может помочь предотвратить инфекцию и связанные с ней раковые заболевания.
Варианты ответов. 10 баллов. Привит от всех необходимых вирусов. 20 баллов. Привит не от всех возможных вирусов. 30 баллов. Не привит или болел заболеванием, связанным с вирусами. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 8. Есть ли у вас хронические воспалительные заболевания? Пояснение. Заболевания, такие как хронический гастрит, хронический колит, хронические воспалительные заболевания кишечника, например, болезнь Крона или язвенный колит, могут повышать риск развития рака в соответствующих органах. Люди с хронической обструктивной болезнью легких, особенно если они курят, имеют повышенный риск развития рака легких. Диабет, хроническая почечная недостаточность, длительное воспаление мочевого пузыря могут привести к онкологии. Варианты ответов. 10 баллов. Нет хронических воспалительных заболеваний. 20 баллов. Иногда сталкиваюсь с воспалением. 30 баллов. Длительные периоды хронического воспаления. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 9. Как часто вы занимаетесь физической активностью? Варианты ответов. 10 баллов. Регулярно занимаюсь физической активностью. 20 баллов. Иногда бывают периоды физической неактивности. 30 баллов. Мой образ жизни в основном сидячий. Время выбрать вариант и записать баллы. Вопрос номер 10. Как часто вы сталкиваетесь с высоким уровнем стресса? Варианты ответов. 10 баллов. У меня устойчивый эмоциональный баланс. 20 баллов. Иногда сталкиваюсь со стрессом, но справляюсь с ним. 30 баллов. Длительный период высокого уровня стресса. Время выбрать вариант и записать баллы. Теперь подсчитайте сумму баллов, я подожду 10 секунд и перейдем к оценке результатов теста. Начнем оценку результатов теста. Мои поздравления, если вы набрали 100-150 баллов, низкий риск. Хорошо, если вы набрали 160-250 баллов, умеренный риск. И, наконец, если у вас 260-300 баллов, высокий риск. Этот тест был разработан на базе 100 причин, которые больше всего влияют на возникновение онкологических заболеваний. Полный список всех 100 причин приведен в описании под этим видео. Тест представляет собой обобщенную оценку на основе ответов на вопросы и не претендует на точность в прогнозировании. Подпишитесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши результаты в комментариях.